привет! Вы на канале Настоящая Турция, меня зовут Алина. Сегодня мы с вами поднимемся на вершину Эльбруса. О том, как мы решили съехать на Эльбрус, у нас есть целая предыстория. Обычно, если мы куда-то едем с родителями или с Османом, я всегда смотрю, что в этом городе есть, что есть рядом, что есть интересного, куда можно заехать, что можно посмотреть, что можно съесть вкусненького. Но в этот раз я почему-то зациклилась на Грузии. И вот все места, которые я смотрела, у меня были про Грузию, про Россию я как-то забыла. Я была уверена, что родители там все знают. И получается, когда мы ехали с Владикавказа в Пятигорск по трассе, я не думала вообще про Эльбрус. И папа такой говорит: смотрите, с левой стороны видно Эльбрус. Я такая: так, стоп, Эльбрус, почему я о нем не знаю? И, в общем, решила я все-таки посмотреть, что на этом Эльбрусе, что есть, как доехать. Мы, когда приехали в Пятигорск, мы все-таки еще не решились ехать. Но постепенно, в течение дня, путем переговоров с родителями, мы все-таки решили ехать на Эльбрус. Решили съехать на следующий день, вернее, через день. Один день мы пробыли в Пятигорске. И на следующий день мы решили поехать на Эльбрус. Почему так произошло? Потому что мы хотели поехать на Эльбрус рано утром, чтобы не было много туристов. Поскольку автобусы с туристами приезжают в районе 10-11 часов, мы решили, что мы должны приехать прямо к открытию. Так и случилось. Мы были одними из первых. Мы выехали из Пятигорска в районе 7 часов и где-то уже 8:30 в 9 приближались к Эльбрусу. Я думаю, вы заметили, как эти горы отличаются от гор военно-грузинской дороги. Там горы более зеленые, здесь же больше скал, и они без растительности. На пути к канатной дороге мы увидели множество отелей. Это радует, так как есть где остановиться. Но не в этот раз, так как мы сейчас проездом, мы решили просто подняться на гору. Итак, мы оставили машину на стоянке, стоянка 300 рублей. Купили подъем на гору, на вершину, 1600 рублей за человека. Итак, начинается наш подъем. Решили мы подняться сразу на вершину, потому что люди, с которыми мы ехали вместе в кабинке, нам рассказали о том, что подниматься постепенно немного опасно, так как может закружиться голова на вершине. Поэтому мы решили подняться сразу, не останавливаясь. Папа, помахай ручкой еще раз. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. Мы уже поднялись на высоту 3000 метров. Сейчас мы находимся на второй очереди канатных дорог Кругозор.
Тут уже прохладно. Если в начале пути мы чувствовали себя отлично, то сейчас уже немножечко прохладно. Я думаю, что нужно было, конечно, подготовиться, но так как мы не думали вообще изначально сюда ехать, поэтому получилось так, как получилось. Итак, мы раз поднимаемся на второй канатной дороге. Мы уже приближаемся к станции Мир на 3500 метров. И посмотрите, какая красота вокруг. И что же мы еще с вами увидели? Это альпинистов, которые поднимаются на вершину пешком. Это для меня великие люди. Я бы так в жизни не смогла. Машук меня убил. На Эльбрус я даже не подумаю подниматься никогда в жизни, только на канатной дороге. И смотрите, какие прекрасные горы. Сейчас мы уже поднимаемся на станцию Гарабаши, 3847 метров. Здесь, конечно, виды еще прекраснее. Все фотографируются активно, некоторые ездят дальше в горы, поднимаются выше. Но мы решили остановиться на этом моменте. Итак, у нас сердце колотится. Здесь очень скользко. 3850 здесь. Вот, но больше не поднимаемся. Очень скользко, и мы не подготовлены к этому моменту. У нас холодно. Мама вообще в платье. На горе много транспортных средств, которые можно использовать для поднятия на вершины. Конечно, это очень круто, классно, хотелось бы попробовать, но мы были не подготовлены. Наша одежда этого не позволяла. Было очень холодно. Мы буквально провели минут 10-15 от силы на вершине, поэтому спускаемся вниз, и спуск наш будет еще быстрее, чем подъем, потому что мы очень замерзли. Есть еще старая канатная дорога, но мы на нее не пошли, потому что в конце нужно сидеть по одному. Так как было очень холодно, ветрено, мы решили выбрать комфортный способ подъема. Навигатор нас ведет по канатке.
После того, как мы наверху побывали в снегу, наша обувь была вся мокрая. Мы сразу же побежали к машине, чтобы переодеться, потому что ноги намокли, дул ветер и было холодно. Кстати, к тому моменту, как мы спустились с канатки, уже приехали автобусы с туристами. В общем, мы вовремя справились. Еще зашли в пункт аренды лыж и снаряжения. Консультант нам сказал, что в районе 1800 выходит на человека на день аренда снаряжения. Мы уже бежим к машине, чтобы переобуться. Хорошо иметь несколько пар обуви с собой. Видим автобусы с туристами. И еще нам пришла идея перекусить. Мы заказали хачины с мясом и с картошкой и сыром, по-моему, мне так кажется. Но с мясом были волшебные. Грибы на мангале, а также несколько видов шашлыка. Шашлык самый вкусный, куриный. Если у кого-то есть рецепт хачинов, скиньте мне, пожалуйста, хачины с мясом. Ну а мы уже идем на ярмарочную площадь. Она здесь очень большая, красивые такие маленькие магазинчики. В них так много всего интересного, и носочки разные, и чаи, и варенье, и мед. Ну, в общем, на любой цвет и вкус. Вот эти тапочки меня вообще покорили, прикольные очень. Но мама сказала, что у них тепло, поэтому мы не купили. Еще есть магнитики, магнитики моя любовь. Так, мы купили несколько разных видов чая, наборы для глинтвейна и, конечно же, магнитики. Вот и закончилась наша поездка на Эльбрус. Мы уже выехали в дорогу. Как вы думаете, в какой следующий город мы поедем? Напишите в комментарии. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!